наступлением золотой осени в душах большинства диких обитателей поселяется тревога. Трава пожухла, с деревьев обсыпаются и листья, стало мало насекомых. Страх, голода и холода гонят перелетных птиц в теплые края. Однако в лесу еще можно встретить отдельных смельчаков, которые не торопятся покидать родные места. Дрозд-рябинник ищет в опавших листьях дождевых червей и мелких насекомых. Мышь-полевка занимается благоустройством собственной норы. Для всех скоро наступают тяжелые времена. Самыми беззаботными кажутся белки. Они собирают осенний урожай орехов, прячут их в укромных местах и надеются, что этого запаса им хватит на долгую зиму. Они уже закончили линьку, приобрели зимнюю окраску и теплый подшерсток. Синица-лазоревка с голубой шапочкой ищет насекомых. Она крохотная, поэтому ей нужно много еды, чтобы согреться. Большая синица заметно крупнее, но тоже отличается отменным аппетитом. В поисках пищи она целыми днями совершает на ветках головокружительные трюки. Не уступает ей близкий родственник поползень и мелкая пищуха. Пищуха никогда не ползает по стволу вниз головой, как поползень. Она слетает вниз и начинает снова двигаться вверх по стволу. Осенними ночами становится холодно, поэтому мышь-полевка таскает в нору траву, чтобы сделать себе теплое гнездышко. Полевки делают запасы на зиму, которые они прячут в кладовых своей норы. Едят они семена, ягоды, зеленые части растений, но могут есть даже насекомых. Белки тоже делают запасы, чаще закапывают в земле, а иногда затаскивают в дупло желуди, орехи и шишки, но скоро забывают, где спрятали. Наверное, поэтому стараются наедать толстые бока сейчас, чтобы пересидеть морозные дни в гнезде. Недалеко на дереве довольно редкая птица – седой дятел. Это самец с красной шапочкой. Несмотря на яркую внешность, птица эта скрытная, и увидеть ее непросто. Ее излюбленная пища – муравьи, но сейчас они встречаются все реже, поэтому ему приходится перебиваться растительной пищей, плодами, орехами и желудями. А если повезет, то найдет личинок жуков или других насекомых под корой. Скоро начинаются первые заморозки. Иней покрывает влажную землю, и птицам становится трудно искать пропитание. Осенние дожди сменяют первые снегопады. Когда ночная температура упадет до минус 10 градусов и ниже, синички за ночь теряют до 10% собственного веса. С севера прилетают большие стаи маленьких, но очень отважных птичек. Это чечетки.
Они отличаются очень боевым характером и, работая в команде, готовы разогнать даже таких крупных птиц, как снегири. Метель и заморозки им нипочем. Сотни птиц облепляют деревья и поедают семена ольхи и березы. Если зима будет не очень суровой, они задержатся на несколько месяцев у нас в Московской области и вернутся на север весной. Чечетки маленькие и слабые птички. Голодные зимы очень часто становятся жертвами более крупных птиц. Даже синицы иногда убивают и едят чечеток, когда совсем нет еды. Молодые чечетки и самочки преимущественно серого цвета с красной шапочкой, а у самцов ярко-розовое брюшко. К утру снег заканчивается, и лес оказывается полностью укрытый белым покрывалом. Все замирает в белом безмолвии. Не слышно птичьих голосов, теперь и не добраться до опавших листьев и семян. Немногие из них доживут до весны. Впереди долгие месяцы, полные холода, голода и опасностей. Из 10 синичек переживут зиму только 3. Чтобы найти хоть какой-то корм, многие птицы перелетают ближе к городу, где воздух теплее, и есть надежда, что люди наполнят кормушки едой. На рассвете самочки-снегиря чистят перышки. Они должны хорошо выглядеть. Проснулись и полевые воробьи, чирикают дружной стайкой, ведь вместе легче пережить зиму. Наскоро умывшись свежим снежком, птицы приступают к поиску пищи. Пока большие синицы спешат найти себе завтрак, лазоревка уже успела раздобыть какую-то семечку. Сойка ищет еду под сосной. Вдруг что-то свалится вниз от возящихся вверху синиц. Но пока только снег осыпается с ветвей. По стволам деревьев ловко бегает поползень. Опираясь на хвост, ищет в коре вредителей средний пестрый дятел. Кроме них остается зимовать пищуха. Наверное,
Это самый лучший древолаз. У нее длинные когти и остро изогнутый клюв. Окраска перьев помогает ей оставаться незамеченной, и только тонкое попискивание выдает ее присутствие. Вдруг раздается пронзительный крик синиц. Опасность! Вот он притаился среди ветвей. Гроза маленьких синичек, ястреб-перепелятник. Эта хищная птица тоже остается зимовать, ведь ее добыча не спряталась под снегом. Все быстро прячутся в зарослях кустарника. Часовые вовремя предупредили, так что хищнику приходится улетать без добычи. На этот раз спасены. А тем временем снегири обнаружили еще не облетевшие семена клена. Холодной зимой это отличная подкормка. Для снегирей пока корма вдоволь. Кроме семян, клена и ясеня, они едят также ягоды, рябину, боярышник. Но ягоды не едят целиком, а достают только семена из них. Снегирь – птица лесная и оседлая, далеко не улетает, но в поисках пищи могут кочевать и часто залетают в города. Летом их трудно увидеть в густых кронах, поэтому многие думают, что снегири появляются только зимой. С января по март снегири ищут пару. Гнезда строят самки, обычно в хвойных деревьях и охотнее всего на елях или пихтах. На этот период времени самочки исчезают, а самцы перестают петь, чтобы не выдавать расположение гнезда. Здесь, в хвойных зарослях, обитает другая замечательная птица, о которой я бы хотела рассказать. Это клёст-еловик. Самочки и молодые птицы окрашены в серо-желто-зеленые цвета, а самцы обычно яркие, красных или оранжевых оттенков. Кресты крупнее воробья и знамениты своим мощным крестовидным клювом. Такое необычное приобретение позволяет им раздвигать острыми кончиками чешуйки шишек и языком доставать семена хвойных растений. Такая пища чрезвычайно питательна, что помогает птицам безбедно пережить зиму. Но если урожая шишек не случается, клестам приходится перекочевывать в другие места или голодать. Благодаря питательной диете клесты могут высиживать птенцов в любое время года, даже в зимнее время. Все зависит от урожая шишек. Клесты – обитатели северной тайги. Иногда они залетают к нам зимой, чтобы подкормиться. Клёст-еловик больше любит кормиться на елях, отсюда его название. Другой вид – белокрылый клёст. Отличается меньше размером, более нежным голосом и нарядными белыми полосками на крылышках. Он живет в самых холодных лиственничных лесах. Его менее мощный клюв приспособлен для мягких шишек лиственницы. Однако, когда встречается такое изобилие шишек на елях, никто не против полакомиться вкусными и питательными семенами. Эта еда нравится не только клестам,
но и белкам, которые тоже не против погрызть шишки. Окраска белокрылых глистов похожа на еловиков. Чечетки, глисты и стикери относятся к вьюрковым птицам, все они довольно яркие. Самцы и самки обычно разного цвета. Зимой семенами хвойных питается также большой пестрый дятел. Для этого он устраивает наковальню, место для разделки шишек. Однако пока еще ему удается находить насекомых в коре деревьев. Эта красивая птица очень широко распространена. Самец яркий, на темени красная шапочка, а самочка окрашена менее заметно, но любит поиграть и азартно побарабанить по стволу клювом. Обычно такие игры пары дятлов начинают ближе к весне, когда они начинают строительство дупла. Стоило выглянуть солнышку, и птицы вспомнили о весне. Малый пестрый дятел чуть больше воробья и в 4 раза мельче большого пестрого дятла. Эта птица очень подвижная, чаще встречается на тонких веточках, чем на стволах деревьев. А вот у среднего пестрого дятла вокруг глаз нет черных пятен, на грудке хорошо выраженные пестрины. Он немного мельче большого пестрого дятла. Самец отличается еще красивой красной шапочкой. Он редко долбит стволы деревьев, предпочитает искать ползущих насекомых. Но зимой насекомые редкость, поэтому приходится ему работать усерднее, чем обычно, либо искать растительный корм, желуди да орехи. А это белоспинный дятел, довольно крупный и редкий, занесен в Красную книгу Московской области. Он крупнее большого пестрого дятла, отличается белой нижней частью спины, грудка с заметными пестринами, а подхвостье розовое, а не красное. Это скрытная и малозаметная птица. Но чаще всего в городе мы встречаем большого пестрого дятла. Его легко отличить по чисто белой грудке. Пары дятлов зимой иногда устраивают какие-то потасовки, но это не ссора, а просто игра. Слышали? Такие странные звуки издает не хищная птица, а самый крупный дятел, черный или желна. Он чуть меньше грача, занесен в Красную книгу как редкий вид, гнездящийся в Москве. Это самка, у нее небольшая красная шапочка на затылке. У самцов шапочка гораздо заметнее и ярче, покрывает весь верх головы. Жена ведет оседлый образ жизни, обитает в лесах с высокими деревьями, питается в основном насекомыми, муравьями и жуками-древоточцами. Обычно они ищут пищу в стволах деревьев, но иногда разоряют муравейники, поедая и взрослых муравьев, и куколки, даже проделывают в муравейниках ходы глубиной до полуметра. В поисках корма
Дятел раздалбливает также трухлявые пни и снимает с мертвых деревьев кору, оставляя глубокие следы и отламывая крупные щепки толщиной с палец. Язык желны не такой длинный, как, например, у зеленого дятла, и вытягивается на длину лишь 5 сантиметров за кончик клюва. Другая птица с темным оперением, которую можно встретить зимой, это черный дрозд. Хотя это типичный лесной обитатель, тем не менее он хорошо приспособился к жизни рядом с человеком. Встречается в парках, садах, огородах, аллеях, лесных посадках, кустарниковых зарослях. Это всеядная птица, ест и насекомых, и растительную пищу. Зимой чаще можно увидеть на ягодах вместе с другими дроздами. Это дрозд-рябинник, очень распространенная птица, также всеядная и зимой часто попадается на различных ягодах: рябинь, боярышники, шиповники, облепихи и других. Попадаются также на плодовых деревьях, если фрукты не опадают на зиму. И в отличие от снегирей, рябинники проглатывают ягоды целиком. Это стайная птица. Она гнездится на деревьях группами до 30-40 пар. При возникновении опасности птицы смело бросаются стаей на хищника или человека, и часто им удается прогнать его. Зимой они часто кочуют на юг, но при большом урожае ягод значительная часть птиц остается у нас зимовать. Трудно сразу рассказать обо всех птицах, их много. Кроме привычной большой синицы и любопытной лазоревки, с которыми мы уже познакомились, в зимнем парке можно также встретить и других, более редких синиц. Бурголовую гаечку еще называют пухляк за способность смешно топорщить перышки на морозе. Если повезет, можно разглядеть одну из самых мелких наших синичек Москвы, которую можно отличить от большой синицы по отсутствию черного галстучка на грудке и белому пятнышку на затылке. Она редко бывает в городах, и ее название не связано с городом Москва. Она чаще встречается в хвойных лесах. Еще более редкая – хохлатая синица. Конечно, чаще всего в городе попадаются на глаза голуби и вороны. Эти птицы привыкли жить рядом с человеком. Но одна птица настолько полюбила жизнь в городах, что в дикой природе почти не встречается. Это галка. Часто думают, что галка молодая, еще не выросшая ворона. На самом деле это совсем другая птица. Особенно это видно по красивым светлым глазам. У ворон глаза черные. Может быть, из-за таких красивых глаз галки образуют пары на всю жизнь. В городах для этих птиц много пищи. Кроме того, они полюбили города из-за большого количества всяких каменных ниш, заброшенных зданий и каменных построек. Ведь галки не селятся на деревьях, и такие укрытия подходят им для постройки гнезда.
Зима – это лучшее время познакомиться с дикими обитателями. В это время их не скрывают листья и густые заросли. Многие из них нуждаются в помощи. Скоро наступит весна, птиц станет больше. Вернутся перелетные птицы, и об этом будет наш следующий фильм.